Здесь очень опасно. Береги кукурузинки. Сериал Рук Дейс был создан в такой песочнице, как Гаррис Мод. Авторами Рук Дейс являются Алексей Карпачев и Майя Водопьянова. Также Риси и Мьёк оба являются сценаристами Рук Дейс. Первые две серии Руга были залиты на ее YouTube канал, но потом эти же серии были удалены. Ссылки на эти серии будут в описании. Самая первая серия Рук Дейса была выпущена 28 января 2014 года, и это серия по аниматронике. Хотя странно, что первой серии некоторые называют стич-выпуск Hard Bass. Специально для Рук Дейса была сделана песня «Хватит», посвященная 15-й новогодней серии. Песня «Хватит» — это первый анимационный ролик на канале Миарис ТВ. Анимационная серия moipistяки.move — это предыстория к 16-й серии Рук Дейс. Вы же помните, что Рук Дейс продолжался только из-за Толика? А как же Толик? Мы ведь не сможем без Толика. Мы не можем без Толика, пацаны, я не увольняюсь, мы должны снимать Рук Дейс. Какой еще едить его Толик? После видео поздравления с 8 марта Риси куда-то пропал с канала на целых 2 года. У Рук Дейса есть филлерные эпизоды, которые не имеют никакого отношения с основным сериалом. Ну или они частично канон. В пример таких серий можно привести все серии с пометкой «Скетч», хэллоуинские серии и остальные, которые никак не относятся с основным повествованием. Если учитывать все хэллоуинские серии, стечи и тому подобное, то в Рук Дейс примерно целых 50 серий. По Рук Дейсу есть своя реанимация с танками. Извините, а вы тут сладких аниматроников не встречали? В реанимации Рук Дейса участвовало 48 аниматоров. Из этих 48 аниматоров был довольно известный аниматор под ником DTV Animation. У Рук Дейс реанимации был также свой трейлер. Помимо трейлера также были и тизеры с неудачными дублями из серий. Также вышла реанимация 4-й серии Рук Дейс от самого Риси. В этой реанимации приняло участие целых 17 аниматоров. После каждой серии Рук Дейс были неудачные дубли, от которых можно было посмеяться даже больше, чем с основной серии. По Рук Дейсу есть также очень много других анимаций по отрывкам из разных серий. Второй сезон Рук Дейса все еще в планах у Риси, но хер его знает, когда он вообще выйдет. Риси проводил конкурс «Выиграй билет и попади на съемки Рук Дейса», в котором выиграл популярный музыкант Суюнара Максвелл. Персонажа прозвали Сойка, и появилась серия, где Рук Дейс и Церебральный Пропихон, где являлась женой Фредди. Ну или репетитором по-русскому. Все серии Рук Дейса делятся на определенные арки. И да, ребят, сейчас будет Слишком много букв. Первые две серии являются пилотными. С 3 по 5 серии начинается арка Бомбони. С 5 по 9 серии арка о Фокси и Докторе Педапуке. С 9 по 11 серии арка о Мистере Салли. С 11 по 13 серии арка Плохого Будущего. С 14 по 15 серии арка Хорошего Будущего. С 16 по 17 серии Путешествие Фокси во времени. А с 18 по 19 серии арка о Злом Спрингтрапе. Надеюсь, понятно разъяснил. После 11 серии Рук начинает делиться на несколько альтернативных вселенных. Федор самый сильный персонаж в Рук Дейс, так как он владеет самим пространством и временем. Федор умеет обращаться с разными видами оружия, а именно вьетнамской гранатой, базукой и дробовиком. Если бы Чика не влюбил в себя ревизора, то возможно Рук Дейс закончился на 4-й серии. Рук Дейс происходит после событий первой части ФНАФа. Рук Дейс является самым первым и продолжительным сериалом по ФНАФ в принципе, если судить по дате выпуска. Песня «Баба-динозавр» была сделана из отрывков фраз 14 серии. Легендарные модельки аниматроников из Руга принадлежат человеку под ником Сплинкс. Именно он их и сделал. У Руга есть свой магазин с мерчом. Хер его знает, можно ли купить в нем что-то сейчас, но раньше, по крайней мере, это было можно сделать. Я думаю, не секрет, что у Руга очень много сериалов, пародирующих Руг. Самый популярный пример, я думаю, это Пук Дейс от енотика Арчи. У Руга раньше был свой телеграм-канал. Рук Дейс охватывает сколько игр, мультсериалов и так далее. В Рук Дейс есть некая лига злодеев, в которой собираются все злодеи из разных игр, мультсериалов и тому подобное. Карл является злодеем на протяжении всего сериала, именно из-за него Мистер Салли стал злым. Рэг Даффи Доллс — это единственная пародия на Рук, которую Риси заметил и даже прорекламировал у себя в ВК. Сказал, даже канал передаст, когда ему будет за 50. У Чики есть отдельная рубрика Чика News, в которой она рассказывает игровые новости, новости рэп-баттлов и тому подобное. Помимо Рук Дейс был и PUBG Days. И давайте не будем о нем, хорошо? Рэккок — это самое странное творение, связанное с Ругом на канале Миариси ТВ. Порой мне кажется, что Риси просто хотел сделать на основе Руга смертельный файл. Так он и родил Рэккок. Фокси и Фредди являются единственными, кто способен перемещаться во времени и пространстве.
Правда, Фокси это делает через Делориан, который он выиграл на Игромире в 2015 году за лучший косплей Фокси из FNAF. Если бы Фокси не выиграл Делориан, то возможно герои так и остались бы в плохом будущем и не вернули бы все в прежнее состояние. У Фокси есть клоны, их зовут Кокси и Мокси. Оба были изнасилованы Бом-Бомом. Джордж это аллегория на текст из FNAF. У Рукдейс есть свои локальные приколы по типу Фёдор, доставай вьетнамскую гранату! марионетка или же Мимино является первой девушкой Фокси. Вероятно, ФНАФер всея Руси Винди пародировал Рукдейс в этих двух анимациях. Основной доход пиццерии идет с сайта с корейской п***кой. У Федора есть своя суперсила – режим гипершапочки. Благодаря этой способности Федор может перемещаться сквозь пространство и время. Начиная с 4 серии и до конца всего сериала у Бонни находился таракан в заднице. Бонни в Рукдейс является философом. В 80-х Чика была уличной гонщицей по кличке Горбачев. Бомж и Голова – это разные персонажи. Не надо их путать. Бомж стоит в очередь на туалет еще с 1987 года. Мистер Салли до превращения в Спрингтрапа имел очень огромный авторитет в кругу Лиги Злодеев. Настоящее имя мистера Салли – Джон Салливан. Мистер Салли, по всей видимости, дед-пердед, ведь Чика его назвала старым хрычом. Забавно, но ревизор из 4 серии и Purple Guy имеют идентичную модельку Джимена. Наркоман Райков и доктор Ядрила Педапок – это разные персонажи. Сам в шоке. В Рукдейс есть свой FNAF, только называется он... 5 ночи с Фредди! Че? Кто там со мной ночью? У Бом-Бома под бровями находится смазка, а еще он вынашивает лошадей. Также у Бом-Бома есть две личности. Первая, о ней промолчим, и вторая, более культурная. Никогда не говорите слово «пропихнуть», находясь рядом с Бом-Бомом. Марионетка, она же Мимино, хочет создать свой Рукдейс. Бомж способен вырабатывать 220 вольт. Вон аж лампочка заработала. Хрумки, оказывается, тоже персонаж и, возможно, состоит в Лиге Злодеев. Большинство фанатов считают 5-ю серию Рукдейс самой лучшей в сериале, с чем не могу не согласиться. Однако самой непопулярной серией является 17-я, которая единственная не набрала даже миллиона просмотров. 12-я серия Рукдейс является самой короткой серией за весь сериал, и длится она всего 16 минут. А самой же длинной серией можно считать 10-ю серию Рукдейс, которая идет целых 52 минуты. Ребят, я нашел первую анимацию Риси, связанную с Рукдейс. Вот она. В конце каждой серии Рукдейс нас встречает аутро, которое в каждой серии всегда разное. Например, в 7-й серии кто-то упал на клавиатуру, пока писал титры. А в 8-й серии Риси вообще написал: да эти титры, кто их вообще считает? Мьяк не появлялся на канале Миариси ТВ, начиная с 2017 года. У Рукдейс есть свой официальный сайт, из которого бралось 70% всей информации. В пилотном эпизоде Рукдейс Фокси был намного умнее, чем в дальнейших сериях. Фокси является лицом канала Миариси ТВ. У Рука есть свой Discord сервер. И я не советую на него заходить, если вам меньше 18 лет. Рукдейс самый ностальгичный сериал в русском фандоме FNAF. Название сериала пошло от того, что персонажи двигались как тряпичные куклы. Рукдейс упоминался в роли Тифуна в Ностальгия. Будет сосать! У Бонбона два каноничных имени, ведь его зовут не только Бонбон, но еще и Бом-Бом. У трейлеров на фильма есть официальная руговская переозвучка. Сюжет Рукдейс на сегодняшний момент адекватнее сюжетов ФНАФа. Как дела, мальчики? Развлекайтесь, сладкие мои кукурузинки. Из меня пошли!